Друзья, приветствую вас! Школьная тема меня не отпускает. Сентябрь за окном, и давайте поговорим снова о школе. И в этом видео вы узнаете, как проходят родительские собрания в славянских школах, сколько денег собирают с родителей, что обсуждают родители на собраниях, как выглядят туалеты в славянских школах, как поздравляют одноклассники друг друга с днем рождения. На прошлой неделе состоялось родительское собрание в школе, в классе у моего сына. Он пошел в 5 класс, и учитель прислал приглашение родителям, чтобы они пришли на родительское собрание. Как я вам уже рассказывала, из года в год учителя в классе меняются. Но до 5 класса включительно классный руководитель преподает практически все предметы. Только иностранный язык и физкультуру ведут другие учителя. На самом деле это очень мне нравится. То есть обратная связь всегда с одним практически учителем у вас. Не нужно каждый раз что-то выяснять, что-то узнавать у разных учителей. Но, к сожалению, с 6 класса уже будут разные учителя. Итак, что обсуждают на родительских собраниях в славянской школе? В славянской школе никогда не обсуждают на родительских собраниях детей. Никогда не будут кого-то хвалить, а кого-то, например, ругать. Никогда не будут обсуждать или задавать вам вопросы о вашем ребенке на родительском собрании. Если учитель хочет что-то сказать вам конкретно о вашем ребенке, то он напишет вам письмо и предложит для вас определенное время тет-а-тет, чтобы вы пообщались наедине. Или, например, если вы хотите узнать что-то о своем ребенке, то вы сами напишите учителю и попросите найти для вас время, чтобы вы пообщались. Родительские собрания в Словении проходят всего лишь раз в год. Никаких денег с родителей не собирают. Мой сын отучился в славянской школе 4 года, и ни разу мы не скидывались ни на какие ремонты, ни на какие учебники, ни на тетрадки, ни на что мы никогда не скидывались. Только в конце года, когда дети заканчивают, например, школу, кто-нибудь из родителей может предложить скинуться на подарок учителю. Но это просто символическая сумма. Например, там по 3 евро скинуться и подарить что-то такое незначительный какой-то сувенир. Итак, мы пришли на родительское собрание, учитель представился перед нами, раздал нам листочки, и мы на этих листочках написали, кто присутствует, родители какого ученика. Написали свои имейлы и указали свои контактные телефоны. Потом учитель вывел на доску со своего компьютера информацию, которую мы должны знать. Он показал нам учебный план, какие учебные мероприятия, не только учебные, но и культурные, спортивные мероприятия запланированы на весь предстоящий год. Какие мероприятия будут проходить, например, в нашей школе. Запланированы походы в музеи, в оперу «Ромео и Джульетта». Кстати, вот эти походы в музеи, походы в оперу, они все платные. Родители должны оплачивать. Но цена уже заранее указана. Вот, например, запланирован на июнь месяц поход в оперу, и стоимость билета будет стоить всего лишь 5 евро. То есть суммы совершенно незначительные. Также запланирован поход в зоопарк весной. Цена тоже будет составлять 6 евро. 6 евро будет стоить билет. Еще, наконец-то, в нашем классе в этом году запланирован выезд на природу на 2 или 3 дня с ночевкой. Называется это здесь «Школа у Нарави», то есть школа на природе.
И когда учитель об этом объявил, весь класс зааплодировал, потому что за все предыдущие 4 года, к сожалению, у нас не состоялся выезд на природу, и все родители и ученики были очень огорчены. Но у нашего директора был один ответ: ничего не могу сделать, это во всем виноват ковид. На вопрос, почему нет ковида в других школах, почему там дети продолжают выезжать на природу, ответа вразумительного не последовало. Помимо всяких культурных, спортивных мероприятий, учитель нам рассказал, как будет проходить питание, как дети после какого урока будут ходить, будут сами ходить или организованной группой. Ну, такое, знаете, вообще абсолютно ничего такого особенного. Немного коснулись того, какие будут в этом году организованы в школе кружки. Меня, например, очень заинтересовал кружок «Первая помощь», и я предложила своему сыну походить на этот кружок. Считаю, что он очень полезный. И, кстати, читала в одной из новостей, что хотят сделать первую помощь обязательным предметом в школах. Я считаю, что это очень правильно. Еще интересный момент – это то, как вы должны оповещать учителя в школе о том, что ваш ребенок отсутствует. В Словении не принято брать медицинские справки. Если ваш ребенок заболел, то вы просто пишете об этом учителю на электронную почту. И пишите, например, сейчас вот мой ребенок болеет, и поэтому мы будем отсутствовать, и пока не знаем сколько. Когда вы видите, что ваш ребенок уже поправился, вам не нужно брать справку у педиатра о том, что ваш ребенок здоров. Родитель сам решает, выздоровел его ребенок или нет, и если считает, что ребенок выздоровел, то просто отправляет его в школу. Если вы заранее знаете, что вам нужно куда-то уехать, то вы заранее оповещаете учителя, тоже электронным письмом. С такой-то даты по такую-то мы будем отсутствовать по такой-то причине. Но, естественно, все должно быть в пределах разумного. То есть ваше отсутствие не должно быть слишком большим. На самом деле есть какой-то регламент, сколько дней ребенок может отсутствовать в школе в течение года. Но я никогда этим не интересовалась. Мы отсутствовали, если ребенок болеет, то он болеет, это уважительная причина. А по неуважительным причинам мы ни разу не пропускали школу. Питание в славянских школах платное. И если вы, например, пропускаете школу, то вы можете написать учителю и попросить, чтобы он на этот период снял ребенка с питания. Но на самом деле питание не так дорого стоит в славянских школах, порядка где-то 30-50 евро, возможно, в этом году будет подороже. Я своего ребенка никогда с питания не снимала, потому что если он пропустит даже неделю, то эта сумма будет совсем незначительной. Еще интересно, я спросила у своего сына, а как вы друг друга поздравляете с днем рождения в школе? Как-то вы это отмечаете? Как это вообще происходит? Сергей сказал, что обычно учитель объявляет, что сегодня у такого-то ученика день рождения, давайте все его поздравим. И дети просто поют песню, аналог песни Happy Birthday to You на славянском. «Усе наибольшее за твой росний дан». Вот так вот проходят поздравления. Оценки в славянских школах начинают выставлять только с 3 класса. В 1 и 2 классе оценок еще нет. С 3 класса начинают выставлять оценки, но система оценивания ребенка
И система выставления оценок, она другая, она отличается от российских школ. Ребенка могут вызвать, да, к доске, он может ответить урок, но ему никогда не будут ставить за это оценку. Просто учитель у себя отмечает, что ребенок там ответил. И дети никогда не знают, какие оценки они получают. То есть оценки выставляют только по итогам тестирования, по итогам контрольных работ. Это не так часто, буквально 2 или 3 раза в год. И потом ребенок получает свои результаты. Результаты никогда не оглашают вслух при всем классе. Никогда не говорят, что кто-то получил там плохую отметку, а вот этот вот молодец, он там у нас отличник. И это вообще неприемлемо. Об оценках знают только родители и сами дети. Система оценок в славянских школах 5-бальная. Самый низкий балл – это единица, а самый высокий балл – это 5. Но какое здесь отличие от российской системы? В Словении 2 не считается самой плохой оценкой. Если ребенок получил 2, то это, в принципе, как 3 с минусом. То есть он получил зачет. Зачет получил, скажем так, с натяжкой. Если уже единица, то предмет нужно пересдавать. Я воспользовалась случаем, когда ходила на родительское собрание, и заглянула в школьный туалет. Мне было очень интересно посмотреть, как устроен школьный туалет. Интересно было сравнить с тем, как это было в моем детстве в России. И хочу вам сказать, что школьные туалеты очень чистые, невероятно чистые. Там всегда есть мыло, есть бумажные салфетки, есть зеркало и всегда есть туалетная бумага. Так что школьным туалетам я ставлю твердую 5. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. До новых встреч. Пока-пока.